Всем привет! Так уж получилось, что за последние пару лет в Кордову приехало очень много классных людей. Наша русскоязычная комьюнити сильно выросла, и в нашей группе Telegram теперь почти 2000 человек. Это настоящая диаспора с специалистами своего дела и всяческими инициативами. Одна из них – это встреча чата. Каждую последнюю субботу месяца все желающие собираются в «Так уж повелось» большущем баре «Патагония». Самая масштабная наша встреча насчитывала 64 человека. А когда однообразие стало наскучивать, мы решили разбавлять его культурной частью программы. И в один из таких первых вечеров Даша рассказала о 10 местах, куда можно съездить на выходные. Ну что, 10 место в нашем рейтинге. Пляж Чик находится в Альмафуэрте. От Кордовы проехать что-то около 100 километров надо, час ехать по трассе. Но почему я вообще, в принципе, внесла этот пляж в рейтинг? Потому что это очень хороший пляж с песком, не камни, вот как здесь поближе, да, все такие острые камни. Это прям пляж с песком, озеро с очень чистой, спокойной водой. И этот пляж, он очень оборудованный. То есть для тех, кто хочет почувствовать себя на море, да, на один день на выходные, можно съездить. Доехать туда можно на автобусе, можно на автомобиле. 9 место Карваспас. 9 и 8 место две достопримечательности, которые я так далеко отодвинула, наверное, потому что они очень знаменитые. То есть Карваспас – это первое место, в которое едут наши иммигранты, когда они уже немножко, знаете, все, чемоданы разобрали, надо куда-то выбраться. Едут в Карваспас. Карваспас – это городок недалеко от Кордовы. На машине ехать, наверное, минут 20. Совсем близко. Там очень много театров, очень много всяких развлекательных заведений, шоу, казино. Там есть аквапарк, небольшой, но до него очень легко добраться, особенно те, кто с маленькими детьми. Вот если думаете, куда жирой съездить, то туда прям очень легко. И что удивительно, там не так много людей. Наверное, потому что аквапарк небольшой, поэтому он, может быть, просто... Сейчас такое отступление. Мы как-то хотели съездить в аквапарк, искали аквапарк, поехали в такие побольше аквапарки, и туда детей, школьников, даже в выходные привозят автобусами. Автобусы подъезжают, выгружают, загружают, подъезжают, выгружают, загружают. Там вот очереди и толпа просто вот этих вот школьников. В Карваспасе в аквапарке такого нету, но он совсем маленький, то есть он такой детский. В Карваспасе еще у нас есть смотровая площадка, кресельный подъемник. Там наверху на этих серых холмах, куда поднимают на подъемнике, есть даже какой-то что-то типа парка активного отдыха, но он совсем небольшой. Там есть троллей, очень прикольно, он очень длинный, натянут между холмами, можно полетать, кто не боится. Есть активности, там стрельба из лука, вот такое вот. Тоже интересно, как вариант провести выходные. И в Карваспасе очень большое водохранилище, там можно покататься на кораблике. Там есть сезонность, когда эти кораблики ходят. По-моему, летом у них как раз падает уровень воды, и кораблики могут не ходить, а зимой уровень воды высокий, вообще без проблем можно сплавать. Ездят по Карваспасу, доезжают до плотины. И на корабликах еще у них шоу-программа, они там поют. Кстати, аргентинцы все очень красиво поют. Вот, и такое интересное времяпрепровождение. 8 место – Вижа Генераль Бельграно. 2 место, куда все едут после Карваспаса. Поэтому она на 8 месте. Съездить на выходные в Генераль Бельграно очень помогает переключить вообще настроение и вайб. Вот если вы немножко устали от этой такой вот Кордовы, да, и от Аргентины, то туда ты выезжаешь, ты как будто приехал в отпуск. Все немножко другое, все такое туристическое. И туристические магазины, там много немецкой еды, колбаска, вот эта вот тушеная квашеная капуста, соленья всякие, вот это вот все в Генераль Бельграно. И еще там проводят раз в году Октоберфест.
доехать туда можно на автобусе, автовокзал у них прямо в центре деревни, вообще никаких проблем. Октоберфест, конечно, не такой большой, как в Германии, но такой местечковый, но прикольно съездить. И много разных пивоварен, которые варят свое пиво, они там представляют свою продукцию. Еще во время Октоберфеста всякие коллективы танцевальные, они устраивают шествия. Мы, кстати, когда были, там выступал украинский коллектив со своими танцами и песнями, но среди них не было украинцев. Просто люди, которые интересуются культурой, они вот участвуют в этом коллективе. А еще по дороге в Генераль Бельграно очень красивые виды. Если вы едете на машине, там можно остановиться на смотровых площадках, пофоткаться, посмотреть. Если на автобусе, то просто любоваться, автобус еще выше, и красиво очень. Там серпантин и виды на Лас-Малинас, водохранилище. 7-е место. Здесь уже мы перебрались к таким неочевидным более местам. 7-е место — это Мина Клаверо. И Нидас Кондорес — это ущелье кондоров. Мина Клаверо — это небольшая такая деревушка, до нее тоже ехать, ну, где-то, наверное, час-полтора на машине, ездят автобусы. Ущелье кондоров по дороге, там большой красивый серпантин и смотровые площадки, ты там останавливаешься. Получается, что в ущелье кондоров вы стоите на смотровой площадке на дороге, она не оборудована, а просто на дороге, вот обочина, но кондоры летают ниже, чем вы находитесь. И совсем рядом, потому что они бьют свои гнезда как раз вот в этой дороге, на которой вы находитесь. То есть они летают и приземляются туда, вот прям вот где вы стоите, только ниже. Очень интересно там вот прям зависнуть, посмотреть за этими птицами. Что еще в Мина Клаверо? Кто на своей машине, у кого машина такая позволяет немножко повнедорожить, там есть трасса, по которой вы можете попасть в деревню, а есть дорога, которая называется Камино дель Перегрино. Она грунтовка, такая очень каменистая, но очень красивая. И она проходит через несколько деревенек, там местные занимаются различными там ремеслами, и можно даже увидеть, как они продают свои изделия, там овечьи шкуры, и все это гораздо-гораздо дешевле стоит, чем если вы купите это в туристических местах. И музей. Музей Роксон, Сергей его нагуглил, он был в восторге, потому что там представлены мумии, там какие-то черепа кроманьонцев и все такое. Я сегодня немножко почитала про этот музей. Основатель француз приехал сюда в 50-х годах. Он был археологом, он привез с собой несколько контейнеров своих вот этих вот находок. И он сделал этот музей, он не имеет какой-то направленности, то есть не просто антропологический, не просто там автомобильный, он типа все сделал. И на самом деле, когда туда попадаешь, ощущение, как будто ты ходишь немножко по чему-то чердаку, там просто все есть. И он хотел сделать музей, который будет не скучным. Ну, сами решите, скучно вам или не скучно. Для любителей музеев можно съездить. Мирамар. Если мы сейчас с вами говорили больше о юго-западной части, да, провинции, то Мирамар — это у нас на восток. И ехать тоже где-то около часа-полутора, ну все как-то у меня пока в пределах 100 километров, да. Мирамар — это большое соленое озеро, в котором купаются. Мирамар вообще переводится как «смотри море». Там оборудованные пляжи с душевыми, нету пологового спуска в воду, там бетонная вот такая, бетонный парапет и лесенка, чтобы зайти в воду. Но Мирамар еще знаменит тем, что там живут розовые фламинги. Это вообще заповедник, все это озеро. И там проводят на лодках экскурсии прямо вот к этим фламингам. И Мирамар очень был известен как туристическая точка в 50-х годах. Там было множество отелей, какое-то гигантское количество. Но потом у них произошло 2 потопа, вообще город затопило полностью, все там залило водой, и после этого они город перенесли на 5 километров, просто город перенесли. И сейчас там еще можно увидеть много руин старых отелей, вот кто любители, такое там есть. И на этих руинах, кстати, тоже живут фламинго. 5-е место — Ля Кумбрисита и парк активного отдыха Пиньон дель Алькила.
Пиньон дель Алькила многие могут знать, потому что они производят пиво. Очень много пива, оно продается и в магазинах, и в заведениях, много где. А Ля Комбресита тоже довольно знаменитая деревушка, она находится рядом с уже упомянутой Вижей Генераль Бельграно в 30 километрах. Очень красивая, находится в горах, абсолютно туристическая. Доехать туда можно на автобусе, но с пересадкой в Генераль Бельграно. То есть вы едете сначала в Генераль Бельграно, там пересаживаетесь. Автобус ходит редко, поэтому в Генераль Бельграно можно заказать такси до Ля Комбресита, у них там есть фиксированный тариф. Про деревушку, собственно, там рассказать нечего. Кафешки, отели, магазины сувенирные, ну и красивая природа вокруг тебя. Парк активного отдыха. Там у них есть троллеи, то есть если вы едете на троллее, это даже не 1-3 троллея, вы в том числе мимо водопада проезжаете. На территории парка есть кабанисы, можно арендовать. Все это в горах, красиво. Ну и тут видео, как я каталась на троллее. А еще на троллее, кстати, катают с детьми. То есть они цепляют ребенка к инструктору, и они вместе едут. Если дети смелые, то очень прикольный экспириенс, потому что мало где разрешают маленьких детей так катать. 4 место – Пуэбло Натива. Я сначала его не включила вообще в список, потому что это отель. То есть я больше такие места предпочитаю давать общедоступные, да, это отель. Но после того, как у меня вывалился Вейк-парк, я решила все-таки включить Пуэбло Натива для тех, кто рассматривает для себя вариант, например, в отель съездить. Самое главное, что нам понравилось в этом отеле, это гольф-поля. Там очень красивые гольф-поля, у них можно попросить инструктора, они пригласят и взять уроки гольфа. Это, нам понравилось. Кому-то заходит, кому-то не заходит, но я думаю, что многие, кто здесь уже какое-то время живет, обратили внимание, что здесь очень много гольф-полей, и нет-нет, да проскакивает мысль, надо пропробовать, потому что в нашей стране гольф – это что-то для избранных, а здесь это доступно. Этот отель находится между деревнями Ля Фальда и Ля Кумбре. Спасибо. Я просто путаю все время эти деревни, мне подсказывают. Вот. И эти деревни находятся в долине между двух гряд гор, Сьеррас. Поэтому там очень красиво, и эти зеленые поля, они всегда подстриженные, всегда зеленые, политые, даже если засуха. И ты просто кайфуешь, играешь в этот гольф на этой природе. Классно. Отель интересен тем, что само здание построено таким образом, что с одной стороны оно прилегает к скале, поэтому все номера у них с видом получается на эти горы. И у них мы застали, они все время устраивают какие-то активности, чтобы людям было не скучно у них отдыхать, и мы застали у них концерт вот этого человека, мужчина, который сам делает музыкальные инструменты из утюга, из чайника, из кастрюльки, из ведра. Не знаю, насколько вам хорошо было видно сейчас еще вид за окном, но он просто какой-то невообразимый там, вот на эти горы, и заполняет просто все окна, заполняют вот эти горы в облаках. Очень красиво. И еще там предлагают конные прогулки. Места красиво, поэтому классно. В общем, на выходные съездить вот прям здорово. Здорово. Переключиться, вот действительно, как будто ты немножко в другой мир попал. 3 место. Progetto Caraja. Это центр реабилитации обезьян, которые пострадали от рук браконьеров. Обезьян в провинции Кордова нету, их привозят сюда из Сальты и Хухуя. Там очень браконьеры их отлавливают, чтобы продавать. Обезьян, которых спасают, отправляют вот сюда на реабилитацию. Они проводят экскурсии. Экскурсии проводятся раз в час, ну и где-то час длится. Экскурсия стоит каких-то символических денег, они идут на содержание этих обезьянок. Они рассказывают про обезьян, про то, откуда они появились, как были спасены, как они живут, кормят их, чтобы вы могли поближе их посмотреть. Трогать обезьян нельзя, они все дикие, то есть это не те ручные обезьянки, которые иногда встречаются в различных местах. Очень интересное место, на самом деле. Обезьяны разных там встречаются видов, они внешне разные. И туда, чтобы доехать, надо либо на автомобиле, либо до Ля Кумбре, и потом на такси, потому что они находятся прям вот не в деревне нигде, они прям вот в горах. Но место такое очень, рекомендую, особенно кто любит животных. Очень
такие смешные, выпрашивают эту еду. Они там, кстати, есть разной степени очеловеченности. Те, которые очень сильно пострадали, люди их не видят, у них есть отдельные вольеры, где там уже ветеринары занимаются их восстановлением. Те, которые такие поспокойнее, но дикие, они там бегают где-то на деревьях, вы их видите, но они не подходят. А вот эти вот, которые еду выпрашивают, да, это те, кто уже давно, кто уже не способен жить самостоятельно, вот они уже привыкшие к человеку. Второе место – Тату-Карета. Тату-Карета – это заповедник, резервация, центр реабилитации для животных. В основном там олени, ламы, патагонские мары, разные животные. Есть даже пумы, но пума, естественно, находится в клетке, в то время как другие животные, многие из них ходят просто свободно среди посетителей. И вы можете видеть, как нам совершенно наглым образом просто подошел олень и потребовал еду. На входе продается кукуруза в этих пакетиках для того, чтобы кормить животных. Они там все привыкшие, идут к вам в руки, просто вообще все выпрашивают. Нужно беречь эти пакетики, чтобы они их не рассыпали, не вырвали, не выхватили. Видите, как попрошайничает нагло. Есть домашние животные в вольерах, козы, овцы. Все просят еду, всех можно кормить. Вот это патагонские мары. Они тоже там везде бегают, просто эту кукурузу едят, у них такие усики и мордашки. Ну, очень много эмоций, что у взрослых, что у детей. Чудесное место. Находится оно между Карлос-Пазом и Ла-Фальды. Туда доехать можно либо на автомобиле, либо на автобусе до Ла-Фальды и оттуда на такси. Вообще, как там устроено посещение? Там есть автомобильный маршрут длиной 5 километров. Вы заезжаете в парк на своем автомобиле, либо вы можете, если без автомобиля, пройти пешком. Вы на автомобиле едете, и животные, они прям вот так вот ходят, где-то кого-то увидели, остановились, и они прям свои мордахи вам в окошке засовывают, всех кормите подряд. Некоторые настолько уже объевшиеся, что они просто уже не обращают на вас внимания. Там тебе еда, не еда, уже все, спасибо, нам больше не надо. Ну что ж, а первое место заслуживает особого внимания. Поэтому мы сняли для него отдельный большой выпуск. И скоро он появится на нашем канале. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк и оставляйте комментарии, что еще вы хотели бы посмотреть об Аргентине. До новых встреч!